Всем привет, меня зовут Кирилл, я играю под ником Господаров и являюсь снайпером в команде Na'Vi Junior. Сейчас я вам покажу фишки на Мираже. Первое, с чего стоит начать, вообще, как играть с АВП на этой карте. Ну, вообще на любой карте, просто роль, что себе подразумевает, что у тебя оружие, с которого легко убить любого. Но самое важное, что нужно уметь правильно с ним двигаться. Это самое, наверное, сложное вообще в этой игре, что может быть. То есть ты должен своими движениями навязывать игру, так скажем, заставлять соперников бояться тебя, чтобы они, так скажем, играли скованно. Вот. Сейчас я покажу, как можно, например, за атаку найти, так скажем, возможность для первого килла. Первое, самое простое, это играть по респауну. То есть, если у тебя вот первый респаун на Мираже, это вот здесь, можно пикнуть окно, пойти в мид. Ты бежишь просто, как можно быстрее достаешь нож, понятное дело, просто и пикаешь окно. Это самое простое, что можно сделать с АВП по респауну. Можно еще, конечно, пикнуть бдом с этим же респом, либо чуть подальше, который. А зачастую защита и опорник на Б, он играет на чек, играет прыжком. И можно поймать этого типа достаточно, лучше запрыгнуть на этот диванчик, потому что ты будешь находиться выше, чем обычно. И чел, который будет прыгать, легче будет попасть по нему. И поймать его на этом моменте, то есть наказать, так скажем. Вот. Можно удивить соперника, бежать по респу, к примеру, и дать вот такой смог. И это заставит, так скажем, его сфокусироваться больше. И бывают такие случаи, когда он думает, что там играет не снайпер, особенно если приучить его заранее дать. Например, если люркер даст при этом смог 2-3 раза. И есть такая возможность, что защитник, кто защищает эту точку, захочет под него сыграть. А ты тут с авиком, и если он, например, запрыгнет на тачку, ты его убьешь. Вот. А даже если опорник Б услышит этот авик, он типа подумает, что он там не один, возможно, даже. И это будет, так скажем, информация для противников. И причем он, так скажем, в замешательстве будет. А еще возможность есть пикнуть яму по респе. Там можно сделать буст еще, но я его, наверное, не смогу показать. Но вообще, самое простое, это либо пикнуть пробегающего, да, либо, если ты прям уверен, то можно пикнуть вообще вот так выйти просто и поймать либо чувака здесь, либо сразу пикнуть за искрой, попытаться убить, либо вообще КТ. Вот. Еще есть одна такая, скажем, небольшая фишка. Все практически знают, что есть дефолт на Мираже, когда дают смог в окно. И, как правило, там играет авик. И когда авик получает смог в окно, он начинает ротироваться в другую точку. Он может прийти либо сюда, да, к примеру, смотреть ковры, либо оказаться где-то вот здесь, в этой зоне. И, собственно, на это можно его поймать, если ты, к примеру, пойдешь в ковры с авиком, ты вот окажешься где-то здесь, ты понимаешь, что здесь никого нет, ты можешь идти дальше, там заранее включить зум, чтобы тебя не слышали, и попросить ребят там дать смог в окно. И когда он прилетит смог в окно, ты можешь его вот здесь пикнуть и дождаться, так скажем. Он может тебя пикнуть, а ты в преимуществе находишься, потому что ты его ждешь. Вот. Еще пример, как можно сыграть под смог, это в миде попросить тиммейта дать смог на старт с щелью, которая справа будет. Ты бежишь. Это даже не обязательно иметь респаун, достаточно просто, чтобы тебе дали такой смог. Просто бежишь и пикаешь типа вот так. Так как ты пикаешь по правой стороне, ты, так скажем, его видишь раньше, и ты в преимуществе. Вот. Можно под этот смог даже, если там, например, дают такой смог, вот так же, и смог в окно, например, ты можешь просто так же бежать и максимально быстро пикнуть коннектор. Или даже, возможно, чувака в КТ. Вот. Это, так скажем, чтобы удивить кого-то. Да вообще, даже не обязательно это делать в начале, ты можешь это делать в середине. То есть, если вы начинаете дефолтом, вы занимаете мид, да, и твои тиммейты должны подстраиваться под тебя, потому что ты должен своим мощным оружием навязывать вообще игру. Ты можешь ребятам попросить там дать флеш куда-то или еще что-то, а ты можешь просто пикнуть. Ты можешь искать, вот просто не бояться, искать возможность убить кого-то. Потому что у тебя оружие убивает с одного выстрела на любой дистанции, и это для тебя большое преимущество. Давайте теперь разберем защиту. В защите, в принципе, все то же самое. Тебе нужно попытаться найти возможность дать килл, чтобы быть в преимуществе, потому что преимущество намного легче отыгрывать.
Конечно, нужно быть больше сфокусированным, чтобы выиграть раунд. Но по факту, когда ты делаешь первый килл, ты уже можешь, даешь шанс намного больше выиграть этот раунд. Особенно если такой важный. Вот. Также, опять же, все можно играть по респауну. Ты можешь первым респом пойти на Б. Ты просто можешь запрыгнуть на тачку, дождаться чувака, например. Опять же, но он может прийти раньше тебя, потому что это зависит от респауна у соперника. Ты можешь запрыгнуть на балкон. Тут есть щель, через которую ты можешь видеть противников. Но зачастую, если там авик, он может тебя ждать и убить. Такое бывает. Ты можешь залезть на полку, на этот на шкафчик, так скажем, и пикнуть подвал. Потому что люрки обычно играют либо вот так, на чек, возможно, просто ждут, и у тебя есть возможность поймать, потому что по голове тяжело попасть, а когда ты видишь тело, намного легче. Дальше, если брать окно, то здесь все просто. Ты либо просто стоишь так, обычно, просто ждешь выходящего первого, который также захочет пореспеть тебя убить. Ты можешь запрыгнуть так. Обычно я так делаю против пистолетов, потому что они, если умеют, например, Desert Eagle, то такого типа сложнее убить, потому что у них прицел обычно где-то находится в нижней части, а ты находишься выше, и, соответственно, тебя, тяжело убить. Еще примеры: можно запрыгнуть зиг. Есть два способа: либо вот так, просто на букву. Так, кстати, по первому респу можно играть, занимать вот эту зону, и когда дают смог старт, опять же, щелью, ты можешь закрыться, дождаться флешки и после нее пикнуть. И человек, который будет пробегать, ты его можешь легко убить, потому что на тебя фокус, как правило, не будет. Ты можешь запрыгнуть еще через ладдер. Здесь достаточно все просто. Нужно тренировать этот мув, только я уже слабенько. Также занял эту позицию, и также с нее можешь играть. Или, опять же, если ты хочешь быстро ротироваться, например, на Б, а ты в окне, ты можешь вот этот мув сделать. И так еще можно сделать, если дают смог в окно. Ты видишь, что он летит, ты успеваешь запрыгнуть очень быстро. Ты можешь отсюда помочь своему типу в коннекторе, к примеру. Вот. Человек, который играет в коннекторе, ты ему быстро дашь смог, потому что пока ты будешь бежать, ты потеряешь время, а так ему придет смог, и он будет под него играть, и ты можешь потом, после этого, прийти к нему сюда, на хелпу, и играть вместе с ним. Еще один вариант. Обычно это, так скажем, контр-мув. Он делается от дефолта на Мираже, когда люди играют под смог старт и молотов коннектор. Ты этот молот можешь заранее потушить, чтобы дать килл. Ты просто бежишь в окно, даешь вот в эту зону смог и играешь под него. Он падает так, что когда прилетит молотов, он его потушит, но ты находишься в такой позиции, если молотов потушится и чел захочет пройти за белый, ты его спокойно убьешь. Ты можешь даже закрыться от флешки, которая обычно прилетает, и после нее открыться и убить врага. Вот. Достаточно несложный мув. Также пода можно два варианта: пикнуть яму и пикнуть ковры. Опять же, разные вариации. Это можно делать под смог, это можно делать под молотов. Я покажу, которые делаю я. Первый, самый простой, это делают практически все, когда дается молик яму, потому что он дается всегда, это антираж, так скажем, чтобы люди не сыграли очень быстро. И ты просто подходишь с айком и пикаешь. Вот. К тебе может прийти второй, вы можете сыграть вместе, но обычно, и здесь можно даже сыграть одному. Ты просто стоишь на килл. Вот. Ты можешь слышать информацию, что происходит вот тут, сколько тут людей, то есть, и просто ждать выхода. Второй вариант: ты можешь пикнуть ковры. Тут уже разные расклады, можно это делать под смог, можно также делать под молик, потому что если ты дашь смог сразу, и ты до этого никогда его не давал, то это возникнут, так скажем, подозрения на это. Но если так, брать просто мув, то ты даешь смог и просто залазишь сюда и пикаешь ковры. Вот, и ждешь этого люркера, который здесь играет один, как правило. Опять же, такой расклад еще, как вообще чаще всего двигаются с авиком. Обычно ты начинаешь в окне, да, это, как скажем так, некий дефолт. Ты начинаешь в окне, но, опять же, сейчас такой дефолт идет, что тебе прилетит смог в окно, и здесь тебе делать нечего. И у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь пойти на Б, ты можешь пойти на А в КТ. То есть, да, ты можешь сыграть здесь, в этой зоне, например, да, если ты начал здесь уже играть, чтобы, например, там, да, смог в яму не тратить, а просто ждать выходящих на тебя врагов. Но при этом всем у тебя играет твой тиммейт тут,
и держит эту зону, и у него кончился смог, и ему нужно еще задержать атаку, то ты можешь ему помочь этим смоком, дать ее сюда. Это легкий смог достаточно. Он прилетает, и твой тиммейт может под него играть, и еще потянуть там 20 секунд времени, чтобы эту зону не заняли. Что еще варианты какие? Ты можешь пойти, например, да, как я уже говорил, хелпу и сыграть вторым здесь. Да, вот тут ты играешь в этой зоне, да, ты, например, можешь дать смог ковры и под него пикнуть яму с голов. Но это достаточно обычный мув, его многие знают. Вот, и просто пикать этого типа, который здесь также один играет. Ты можешь, например, да, тебе дали смог в окно, если ты не успел запрыгнуть зиг, ты можешь просто пойти на Б. Типа, и ты не ограничиваешь себя ни в чем, ты просто говоришь, ты заставляешь, ну, так скажем, ты тиммейтов подстраиваешь под себя. Если, например, ты хочешь сыграть здесь, ты там, например, можешь своего второго отправить играть с другим тиммейтом Зиге, который играет хелпующим Б, и пусть они играют, к примеру, 2 зиг, а ты можешь с Айком вот здесь стоять и просто, да, ждать врагов. Потому что, как правило, после дефолтов у них могут кончиться гранаты, и они будут вынуждены просто выйти на тебя. Еще можно пойти также в зиг, да? Даже можно сначала, и просто ждать типа, который вот здесь, может быть, там чекает тебя. А как обычно, как правило, люди не просто пикают, они пропрыгивают. Вот. И это опасный мув. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Может быть, это кому-то окажется полезным. Надеюсь, что это так. В общем, подписывайтесь на канал и пока.